Главные новости этого дня. Сегодня рано утром в Израиле, в Тель-Авиве, в международном аэропорту Бен-Гурионе при посадке на самолет, выполнявшем рейс Израиль-Кипр, был задержан известный пародист, муж Аллы Пугачевой, Максим Галкин. Причина для задержания более чем серьезная. В личных вещах Максима Галкина были обнаружены запрещенные медицинские препараты. Максим Галкин тут же попытался оправдаться перед полицией. Пародист заявил, что принимал данные препараты в связи с сильной болью, которую он испытывает последние недели. Хорошо известно, что несколько недель назад у Максима Галкина было обнаружено тяжелое заболевание. Помимо этого, Максим Александрович заявил, что направляется на Кипр на медицинские процедуры к известному врачу, который и якобы прописал ему данные препараты. Несмотря на объяснения известного артиста, Максима Александровича доставили в полицейский участок до полного выяснения обстоятельств дела. К сожалению, еще одно трагическое сообщение, теперь уже из России. Несколько дней назад в семье известного российского музыканта и певца Владимира Преснякова произошла семейная драма. Трагически ушли из жизни младший сын артиста и домохозяйка квартиры. По данным следствия, главным виновником трагедии оказался старший сын Владимира Преснякова Никита Пресняков, который за несколько дней до чрезвычайной ситуации приехал в Россию вместе с Кристиной Орбакайте из-за финансовых проблем. Никита Пресняков хотел попросить деньги у своего отца, но получил отказ. Тогда он тайно пробрался в квартиру Владимира Преснякова, похитил наличные деньги, но заметил в квартире, что он не один. Там оказались младший сын Владимира Преснякова и домохозяйка. Чтобы не оставлять свидетелей, Никита Пресняков пошел на крайние меры. Владимир Пресняков некоторое время не мог осознать, что произошла трагедия, и тем более, что в ней виновен его любимый старший сын. Однако, посмотрев необходимые видеоматериалы, которые были сняты с помощью скрытой видеокамеры в его квартире, он сам вместе с полицией направился на поиски и задержание сына. Оказалось, что Никита Пресняков похитил из квартиры своего отца более 500 тысяч долларов. Никита Пресняков даже не попытался покинуть Москву, а вместе со своими друзьями весело проводил время. Сначала они гуляли в ресторанах, игровых клубах и ночных заведениях. По словам администрации данных заведений, молодые люди вместе с Никитой Пресняковым потратили более 150 тысяч долларов. Они заказывали самые дорогие спиртные напитки и экзотическое меню. По словам одного из официантов ресторанов, за один обед они потратили 30 тысяч долларов. Однако после, под воздействием спиртных напитков, они забыли об опасности, которая их подстерегает, и направились продолжать гуляние на зимнюю дачу Владимира Преснякова. Однако полиция, Федеральная служба безопасности и Владимир Пресняков быстро вышли на след преступников. Они побывали в центральных ресторанах и ночных клубах и выяснили, что Никита Пресняков и их друзья вели разговоры о зимней даче. Сегодня утром 4 полицейские машины и Владимир Пресняков подъехали к трехэтажному зимнему особняку артиста. Несмотря на утро, в доме звучала музыка и горел свет, раздавались чьи-то крики. Владимир Пресняков позвонил своему сыну с сотового телефона и потребовал его сдаться и выйти из особняка. Однако Никита Пресняков и его товарищи не реагировали на замечания. Они не собирались открывать дверь полиции. В связи с чрезвычайной ситуацией полиция пошла на штурм. В результате активных действий погибли 2 преступника. Никита Пресняков получил 2 тяжелых огнестрельных ранения в область спины и бедра. По данным следствия, именно отец Никиты Преснякова, Владимир Пресняков, совершил данные деяния, так как не смог простить Никите Преснякову его преступления по отношению к семье.
Все остальные преступники были задержаны. Никита Пресняков в тяжелом состоянии был госпитализирован в институт Склифосовского. Ну а буквально несколько минут назад стала известна очень приятная новость. Сотруднику комитета Никите Малинину и Дэне Байсарову стало немного легче. Они вышли из состояния комы. Несколько недель назад проводилась срочная операция с их участием.